В нашем путешествии по Чечне мне встретилось очень много удивительных людей, добрых людей, интересных людей, любознательных людей и людей, с которыми мне было интересно познакомиться. Оказалось, что у меня в Чечне, да и вообще на Кавказе очень много подписчиков. И это очень приятно. И даже вот здесь, в доме у Адама Сатуева, у которого мы уже несколько дней снимаем наши ролики, собираем материал для книги о чеченской кухне, мне встретился парень, который живет по соседству. И этот парень захотел нас угостить, всю съемочную группу. Принес удивительно вкусные пирожки. Я говорю, кто эти пирожки приготовил? Он говорит, это мама моих детей приготовила. Я немножко насторожился, говорю, а почему ты так сказал? Почему ты говоришь мама моих детей, а не говоришь моя жена? Он говорит, у нас в Чечне считается неудобным говорить моя жена. Вот мама моих детей можно сказать. Я тогда попросил его, если возможно, если у нее время найдется, приведи, пожалуйста, эту женщину, и пусть она для нас приготовит эти пирожки. Потому что удивительно вкусные пирожки, а рецепта их у нас нет. Они вот обещали с минуту на минуту прийти. Салам алейкум, Стелик. Салам алейкум, Ибрагим, салам алейкум. Вот. Спасибо, что пришли. Да, Это нет. что такое? Это моя Здравствуйте. продукция, которой я занимаюсь, пахлава Ух турецкая. ты занимаешься пахлавой? Да. Хочу, чтобы вы попробовали, оценили. Ух ты! Попробуйте. Обязательно попробую. Мне нравится внешний вид этой пахлавы. Это первое, что я хочу сказать. И она роскошная. На самом деле очень вкусная. Могу сказать, что здесь использованы хорошие орехи, без малейшей горчинки, свежие орехи. И очень хорошее масло. Течет как мед. Это на самом деле вкусная и на самом деле очень качественно сделанная пахлава. И за эту пахлаву я даю похвалу Ибрагиму. Спасибо Ибрагим, большое. ты расскажи, у нас есть много подписчиков, потом люди у меня будут спрашивать, где Ибрагима найти, где такую пахлаву купить. Подойди, расскажи людям, пожалуйста, как тебя найти, где купить эти вещи можно. Я занимаюсь этими продукциями уже несколько месяцев. Меня можно найти в Русмартане. Мой контактный номер 8 938 004 0303. Можно на мероприятия всякие разные заказать, на свадьбы, на торжества. Можно для себя чисто попробовать взять. Всегда в наличии, всегда свежая продукция у нас. Обращайтесь, будем ждать вас. Ибрагим, ну давай, соловья баснями не кормят. Начнем готовить. Попроси супругу, пускай она начинает готовить, и пусть она расскажет нам, как готовить те удивительные пирожки, которые мы вчера не то что попробовали, а вы нас выручили. Потому что у нас еда задерживалась, а мы вашими пирожками перекусывали. Спасибо. Как вас зовут, скажите, Меня пожалуйста? зовут Айшат. Очень приятно познакомиться. тоже Меня зовут приятно. Сталик. Очень приятно. Ибрагим хорошую жену выбрал. Давайте, начинайте готовить тогда. Что ж, с чего начнем? У меня сегодня будут сискалш с двумя начинками. Сискалш. Это, значит, буква Ш на конце, это множественное число? Это множественное число. Значит, их много будет? Да, их много будет. На всех хватит? Ну, Хватит. начинайте тогда. Вот это что такое у вас? Это домашняя сметана, это домашний творог, а это для начинки. Сискал – это домашний чеченский сыр. Ну, он такой вот на сулгуни похожий, я вижу, да? Да. Можно я попробую? кусок? Конечно. Хорошо, продолжаем. Я заранее приготовила начинку. Тут у меня нарезаны мелко крапива и черемша. И пропаренная вот эта начинка, заранее пропаренная. Крапива и черемша. Но черемша, по всей видимости, у вас заготовленная заранее, да? Да, и крапива. Черемшу здесь в Чечне собирают ранней весной. И ее солят, консервируют. И
Даже можно купить, в принципе, и на рынках, и я знаю, в Москве даже можно найти, есть особый чеченский магазин, где продают черемшу. Ну а крапиву, я надеюсь, не надо подсказывать тем людям, которые живут в средней полосе России, где найти крапиву и как ее подготовить. Значит, вы это все пропарили, мелко нарезали для Да, начинки. Сталик Прекрасно. Гусейнович, она у меня не консервирована, а замороженная. И заморозить тоже можно. Да, конечно, замороженная. Консервированная, она очень сильно пахнет, а это уже свежее, можно сказать. Я тогда хочу попробовать эту начинку. Попробуйте. Начинку же можно попробовать заранее. Да. Сыр, черемша, крапива. Вкусно. Это очень вкусно. Ну давайте. Для начинки мне сюда нужно и тоже нарезала мелко жир бараний. Мгм. Сушеный, правда. То есть вот еще один специалитет. Внутренной бараний жир, который мы обычно не знаем, где использовать, в Чечне его сушат. И потом используют для начинок и вообще в кулинарных целях. Мы берем этот жир и пересыпаем нашу сюда начинку, крапиве и черемше. Хорошо перемешиваем. И теперь вы будете замешивать тесто. Я сначала процеживаю кукурузную муку через сито. Ага, просеиваете. Да, В Чечне очень многие блюда используются не пшеничная, а именно кукурузная мука. Мы здесь посещали даже особую мельницу, водяную мельницу, старинную. Те, кто нынче владеют этой мельницей, не знают, сколько ей лет. Где именно вот жернова крутятся за счет силы потока воды и перемалывается кукуруза в муку. Но прежде чем кукурузу везти на мельницу, ее необходимо пропечь, прожарить в особой печи. Эту печь мы тоже видели и непременно покажем ее в книге. Ибрагим, ну я слышу, ты тоже готовишь. Но только по вашим рецептам. Да? Ну хорошо, а вот сыр порезать для начинки сможешь? Ну, попробуем. Давай. Если не получится, ну, я думаю, получится. Сталик Гусейнович, кстати, это кукурузная мука с огорода родителей моих. Они сами выращивают кукурузу, Как потом из нее Айшат, делают мужу муку. подскажите, как резать. Ну так, мелко режь кубиками. Да. Мелкими кубиками, как курдюк на манты режешь? Да. Ага. О, ему О. так надо Вот. говорить. Ну, это По моим я рецептам он знает. это я сразу понял тогда. Значит, ваши родители выращивают кукурузу, а потом везут на мельницу, чтобы сделали муку? Да, да. Можно понюхаю эту муку? Конечно, она желтая, из желтой кукурузы. И вкусно пахнет. Вот вкусно пахнет кукурузой. Я сама понюхаю. Многие здесь предпочитают и белую кукурузную муку, но в моей семье так получилось, и мы всегда исключительно пользуемся желтой кукурузной мукой, поскольку она и насыщеннее цвет, и аромат, он и более такой пикантный. Вот если бы я пошел на рынок, и там продавалась кукурузная мука, и мне сказали бы, вот кукурузная мука и вот кукурузная мука, я бы на автомате выбрал желтую. Не знаю почему, мне желтая просто сразу бы с первого взгляда больше понравилась. Ну, и кукуруза желтая бывает намного слаще, чем белая кукуруза. Вообще-то, Сталик Гусейнович, на один рецепт сискалш, например, на 1-2 порцию, полагается 2 стакана кукурузной муки, 1 стакан пшеничной муки, но я сейчас замешиваю тесто на 1,5 рецепта. Получится у меня 2,5 стакана кукурузной муки и 1,5 стакана пшеничной муки. Что вы еще будете добавлять к пшеничной и кукурузной муке для приготовления Для теста? приготовления я буду добавлять соль, чайную ложку. Берите, добавляйте, можно добавлять. Перемешиваем. Я буду фотографировать, потому что я хочу, чтобы этот рецепт был и в книге о чеченской кухне. Потом берем нашу соду. Теперь у меня стакан тут кефира.
Так, Его нужно для начала чуть-чуть разогреть. хорошо, давайте я возьму и разогрею. Ага, спасибо. Печка у нас уже подогрета, дрова давным-давно горят. Поставлю турку для того, чтобы подогреть кефир. А мне до этого момента было невдомек, почему кефир принесли в турке. Оказывается, для того, чтобы его можно было чуть-чуть подогреть. Вот сколько мы снимаем здесь в Чечне, и тесто замешивают с содой и кефиром часто, но я в первый раз встречаю, чтобы кефир подогревали, прежде чем его опускать в тесто. Это для чего сделано? Почему? Это у меня тесто получается, я и делала и без разогретого кефира, молока, но я заметила, что мне тесто получается более эластичным и послушным. Вот послушайте меня, пожалуйста. Народная кухня, она вот так и рождается, она вот так и совершенствуется. Вот Айшат заметила, что с теплым молоком, либо с теплым кефиром тесто получается лучше. Сейчас она это всем рассказала. Все в Чечне проверят это. Каждый попробует нагреть кефир, нагреть молоко. И увидит, что тесто лучше. И когда-нибудь, через 200-300 лет, все скажут, все так готовят. Это народная кухня. Но пока кефир у нас разогревается, можно тогда добавлять яйца. Хорошо. Я добавляю тоже для боли, чтобы тесто точно так же получилось эластичным, яйца добавляю. Оно мне еще более таки насыщенный цвет добавляет, желтые Хорошо. желтки. Айшат, пожалуйста, вот подогрелся кефир. Спасибо большое. Теперь мне нужно добавить масло, ну, приблизительно 2 столовые ложки. Это обычное растительное масло, да? Подсолнечное масло растительное. Да, обычное подсолнечное масло, но, конечно, было бы хорошо, если бы из косточек винограда или если бы опять-таки кукурузное масло. Видите, и здесь тоже знают масло из косточек винограда. Конечно, это самое дорогое масло. Теперь мы добавляем наш кефир. Ага. Буду руками перемешивать тесто. Если оно мне слишком твердым получится, добавлю кефир еще. То есть по мере необходимости. Да, по Ну, мере мука необходимости. разная бывает, кефир по-разному густой бывает. Поэтому Да, трудно сказать, сколько именно миллилитров там или сколько грамм муки. Лучше всего это руками. И да. вы сейчас увидите, какое тесто должно получиться руками. И вы все поймете. Все хорошо перемешиваем. Сталь Гусейнович, я тоже заранее воду принесла, поскольку, мне кажется, кефир у нас слишком густоватый. То есть, если кефир густой, если кефир слишком хороший, чуть-чуть воды, да? Да, Ибрагим, а ты что здесь делаешь? Я Творог крошишь, да? Да, творог крошу для соуса, да, как бы это. для тлобиром Для традиционного, Для для тлобиром, сискаш. да, обычно сискал едят с тлобиром. Кубиром. Биром это Тлобиром. соус, да? Да, биром это соус, то это сметана. Сметана и творог. Вот я начинаю изучать чеченский язык с кулинарных терминов. Слово «бером» я уже запомнил, а теперь еще запомнил, что как называется сметана. Ко-бером. Да, да. Ко – то- это сметана, бером – это соус. Крошим творог. Творог в Чечне, могу сказать, особый. Он, видите, как вот он продается в виде таких головок, похожих как на головки сыра. И он довольно плотный, он очень тщательно отжат. В нем практически нет влаги, я вижу, да? Да. Ну, к сметане кто хочет чуть-чуть молока добавляет, чтобы он пожиже было. Но Но у его нас не будем сметана есть. не такое густое. мы чисто сметану и творог используем. Я вспомнил одну старую нашу семейную историю. Здесь недалеко, в Краснодаре, в Краснодарском крае, где когда-то родилась моя мать, откуда родом мой дед, погибший на фронте. И туда вернулась одна из сестер моей бабушки. Мы ее звали тетя Эмма.
Тетя Эмма очень вкусно готовила. Она была такая, ну, довольно полная женщина. Когда она приезжала к нам в Фергану, она просила у меня дать ей мой стульчик, на котором я играл на пианино. Такой небольшой пластмассовый черный стульчик, вращающийся. Она садилась на этом стульчике на кухне, посередине кухни, и доставала везде. Вот здесь мойка, здесь газовая плита, здесь рабочий стол, где она что-то делала. Она очень любила готовить. История-то случилась не в Фергане, а случилась в Краснодаре с моими троюродными сестрами Ольгой и Людой. Тетя Эмма что-то готовила, а годы-то были еще 60-е, может, там начало 70-х. Люди жили еще довольно скромно. И она из экономии решила смешать сметану и кефир. К какому-то блюду тоже хотела что-то подать. Вот там полагалось, ну, например, не знаю, к пельменям сметана. Она решила сметану смешать с кефиром. Это увидела Людочка и сказала: а я хочу чистую сметану. Ну вот. А баба Эмма сказала: будешь кушать то, что дают. Да. Тогда Люда закрыла бабу Эмму на замочек в кухне, сама вышла в зал, легла на диван и стала кричать: я хочу чистую сметану. Это продолжалось очень долго. Тетя Эмма уговаривала Люду: Людочка, открой. Люда, открой, пожалуйста. Люда, открой быстро. Ну, потом поняла, что надо по-хорошему, и Людочка, я тебе дам чистую сметану. Я сейчас дам тебе чистую сметану, ты только открой. Вот. В общем, когда Люда наконец открыла дверь, тетя Эмма вышла с мокрой тряпкой и дала ей чистой сметаны. С тех пор у нас в семье, когда ребенка наказывают, говорит: ну сейчас ты получишь чистой сметаны. Вот. Ну, не такую чистую сметану я вам. Не такой ценой. Да. Это сметана, я вижу, какая сметана. Это настоящая сметана. Это настоящая домашняя сметана. Знаете, я вот хотел с вами поговорить, хотел ролик записать о блюдах, вернее, о продуктах вредных и полезных. И хотел там поговорить именно о молочных продуктах. Потому что я помню всю свою жизнь, что за сметаной, за молоком надо было идти рано утром. В обед это все кончалось. Несмотря на то, что стада коров по всему Советскому Союзу паслись тогда. И сметана каждый раз в магазинах была разной. Один раз попадалась сметана густая, один раз попадалась сметана жидкая. Но она каждый раз была разная. Она жидкая. Когда я готовил молочные продукты дома самостоятельно, у меня тоже каждый раз получались молочные продукты разными. А сейчас придешь в магазин, вся сметана одинаковая. Густая, хорошая. Технологи крахмалу не жалеют. Но как выглядит настоящая сметана, так сказать, чистая сметана, но не от тети Эммы, чеченская чистая сметана. Леша, подойди, покажи, пожалуйста, как она льется. Сталик, она на самом деле чуть-чуть жидкая. Это не потому, что она плохая. Я на вкус попробовал, какая она. Это супер сметана. Она просто слишком свежая еще, понимаете? Она еще не успела загустеть. Давай. Супер сметана вообще. Берем готов. Ну отлично, Да. поставь в сторонку, пусть жена дальше работает. Что делать будете мы сейчас, Айшат? Я сейчас буду делать шарики из теста и себе наглядно посмотрю, сколько у меня шариков получится, потом уже буду начинять. То есть заготовки под пирожки фактически, Да, Эти да, шарики это то, что будет потом Да, превращаться в пирожки. потом в Хорошо. сискалш. Я вот так ручки окуну в масло. Еще раз окунись, пожалуйста. Всё. И вот так скручиваем шарики. Немножко убираем. Теперь начинаем начинять наш сискал.
Пирожочки. Да, пирожочки. Конечно, именно это выражение для меня немножко диссонансом звучит. Для меня намного ближе сискал. Начну с сыра. Потому что сыром начинять это менее капризно. Немножко такой делаем форму не совсем пирожка, а немного такую овальную форму сискал. То есть расплющили, Да, взяли шарик, расплющили в ровный круг, сантиметров 5-6 диаметром, ага, несколько кусочков сыра, да? да, 5-6 кусочков сыра, я думаю, да? да. Ну, А сырные кубики ну, такие, чем ну, меньше больше- сантиметра кубик. чем больше, Ну, конечно, тем- поместился. да, вот так складываем и вот так залепляем. Ну что у вас тут? Готовы пирожочки? Да, мы Можно теперь- жарить? Да, мы налепили, теперь можно поставить нашу кастрюлечку. Хорошо. Печка у нас готова, Ибрагим. Ну вот, я думаю, эта кастрюля как раз сюда встанет вот вместо этих кругов. Давай их уберем в сторонку. Ну-ка, дай-ка мне палку, я разровняю огонь. Так, ну тут такой уж сильный огонь и не должен быть. Ну-ка, давай примеряй, поставь, как он. Ну, самое то. Как раз. Сейчас, пускай подогреется. Вы на масле будете жарить? На говяжьем жире. Хорошо, пожалуйста. Вот приблизительно 1/2 часть этого шарика нам хватит. Теперь можно крышкой накрыть, пока полностью, чтобы наш жир растопился. О, кажется, масло нагрелось. Давайте. Мгм. Можно жарить. Давайте сначала прожарим наши сиски, которые с сыром. Сможешь? Или лучше подождешь, пока Айшат положит? Лопаткой прямо возьми. Есть некоторые вещи на кухне, которые все-таки лучше делать женщинам, чем мужчинам. У женщин руки для этого лучше приспособлены. Ну, проходите. Будем пробовать. Вы первый. Вы Которые какой погодячие, возьмете? они будут вкуснее. Я хочу попробовать с черемшой, потому что Черемшой. черемшу я очень полюбил. Да. Ну как, окунать, да, в берум? То, что с сыром в бером, а это в аджику, то, что с черемшой. Ну, кто как хочет, ну, давайте, наверное. как тут. Вот какие тонкости. С черемшой в аджику. То есть зелененькая, красненькая. А беленькая с беленьким. Запомнили? Я попробую. Бисмилlah рахман рахим. Приятного аппетита.
Тимаева. Сталь Гусейнович, приезжайте к нам еще. Мы Спасибо. всегда вам будем рады. У нас всегда ворота и двери открыты. Мы для вас всегда будем здесь ждать такое национальное блюдо, горячий стол, горячий чай. И здесь много добра. Мы всегда вам будем рады. Спасибо большое. Приезжайте в Чечню, мы все вам будем очень рады. Мы народ гостеприимный. Все, будем вас ждать в гости. Добро пожаловать к нашему хлебу с солью, да? Могу добавить, что да, для друзей Чечня – это все. Здесь распахнуты все двери, все ворота, все сердца. Люди очень откровенные, искренние, добрые, щедрые, гостеприимные. Спасибо. Спасибо большое, Не братец. за что. Всё. Спасибо. Бархал. Вам баркал. Вам баркал, что приехали, старик. Мы вас будем ждать. Всегда будем рады. Спасибо. Вкусно? Между прочим, вкусно. Прощаться пора, а я еще кушать хочу.